Второй скалодром, который мы посетили в Стамбуле, это Duvarix. Мне сказали, что здесь можно купить гайдбук для скал. И вот так вот выглядит скалодром. Елочка, классно, нарядно. Сразу на входе я вижу магазин. Небольшой маленький ресепшн. И, наверное, это детский скалодром. И дальше можно пройти, только оплатив вход, видимо. И основная зона ресепшена, на которой есть разные товары. Кофеек, чаек и вода. Вход на скалодром стоит 60 турецких лир. Для студентов вход 50 лир и для детей младше 18 лет 45 лир. Мне дали карточку для входа на скалодром. Раздевалка находится в самом низу по такой не самой безопасной лесенке. И здесь находится... Давайте посмотрим, что здесь находится. Качалка. Зона УФП. Здесь есть небольшая зона с кольцами, турником, резинками для подтягивания и всякими утяжелителями. Также можно делать растяжку. И раздевалка женская, мужская и замочки с локерами мужской раздевалки. Такой тип раздевалок мне очень нравится. Здесь нету специальных локеров, поэтому вы можете взять свой или на ресепшене и просто на ключик закрыть замок. То есть специальные ключики скалодром не обязан выдавать, вы можете прийти своим. И такого очень много на самом деле в Европе. Именно по этой причине ключики здесь не теряются, потому что нужно приносить свой или брать на ресепшене под залог. Почти никого нет, поэтому сниму ее. Есть две душевые. Открыто. Классная душевая. Сначала по планам полазать, и потом посмотрим уже зоны УФП, СВП и прочее. Окей, thank you. Nice. Сразу при входе на скалодром очень удобно сделано, можно оставить свою обувь. Здесь есть небольшой шкафчик для русеттеров. Можно сюда подкрутить зацепку, пылесос. Также стоят скамейки с противоположной стороны от скалодрома, что идеально, потому что получается большая площадь по отношению к скалодрому. Вообще в идеале должна соотношение быть 1 к 4. То есть 1 метр квадратный скалодрома и 4 квадратных метра около скалодрома, включая маты. Соответственно, здесь достаточно большое помещение и может тренироваться большое количество людей. Помимо этого, не выходя с скалодрома, можно что-то заказать через маленькое окошко. Шкафчиков достаточно много для такого небольшого скалодрома. 20 секций, плюс еще снизу есть ящики побольше выдвижные, в которые можно сложить свое барахлишко. Также секция кампуса, фингербордов. И, конечно же, есть подставка, небольшая гирька. Весов и качалки в этой части скалодрома нету, но она есть в другой. К сожалению, еще в Турции не объединили категории во всех скалодромах, поэтому здесь своя, другая шкала. Зеленые самые простые, потом идут лимонные, синие, желтые. Что плохо, лимонные и желтые, я считаю, это один цвет, и многие не будут его различать. И потом посмотрим на скалодроме, вот отсюда видно, что они отличимы, но не очень хорошо на самом деле. Потом идут оранжевые, розовые и черные. Черные для меня самые интересные, розовые и оранжевые, на которых я могу еще размяться. Но я попробую также по две категории полазать, самых простых и самых тяжелые, и потом выберу самые интересные, и их тоже полазаем. К сожалению, у нас тут немного времени, только 1,5 часа осталось закрыть скалодрома, а еще я хочу поговорить с владельцем скалодрома. Пойдем лазать. Так, нам нужны зеленые и желтые, самые простые. Оранжевые зацепки, лимонный стикер, одна из самых простых, вторая по сложности категория. О, интересно, что здесь стенд с трением, это классно. Очень высокое зашагивание. И скалодром здесь чуть выше. Мат твердый. Это хорошо, как и в том зале. Еще одна лимонная трасса, синенькие зацепки, вот пирамидка, наверное, есть. Из того, что я уже размялся, трудно сказать, сложная категория или нет. Я думаю, все рельефы есть во всех трассах. И это финиш, и он классный, то что ты стоишь на равновесии, можно просто его коснуться.
поэтому он сильно хуже, чем другие зацепки. А еще прикольно, что есть зацепки для слаза. Вот, держу ее правой рукой, очень удобная, и здесь можно уже аккуратно слезть. Нравится зацепка, видимо, недавно крутили, еще не смогновилась, хотя категория простая. Это третья по сложности категория, синие метки. Классно, что вертикаль, даже тут даже немного лежит скалодром, скорее всего. Пару градусов, наверное, есть, может, 1-2. Еще одна трасса, не знаю, есть ли у нее угол или нет. Здесь забавно, поставили метку, но нет оранжевой цепки. Но логично так стартовать. Они хорошо держат на компрессию. Высокие сразу дотянутся вот так вот, пропуская все. Ну, это тоже довольно простая трасса и удобно слазать. Рядом есть пятерочка, четверочка. Перейдем к следующим категориям, чуть более сложным. Теперь время желтых трасс, желтая метка, лимонные зацепки. Зацепки это HRT должны быть. Похоже, есть бигволи, но они маленькие, а это прикольно большие. Но это выглядит тяжеловато. Всем привет, это Егор VoiceOver, я подключаюсь, когда я ничего не говорю во время пролаза. Единственная проблема такой категорийности трасс в том, что желтый стикер может быть шестеркой C или шестеркой B. Я думал, что 6B, и я доразомнусь, а по факту оказалась достаточно трудная трасса, и ей точно можно дать 6C. Зацепки очень были пассивные, плохие в начале, потом две хороших, и финиш очень плохая. У этой системы есть только один плюс, в том, что подготовщикам намного проще крутить категории. И тут можно пяточку положить. И финиш. Финиш достаточно плохой. Ну и вообще эта трасса сильно отличается от других. То, что я ладил до этого, она прям сильно сложнее, чем синие метки. Клаймблок. Выезды на скалы по России и миру. Ссылка в описании. Желтая метка красной зацепки — это X-Cult. Очень хорошее трение. Сейчас видно прохладно, не знаю почему, может рельефы новые. Прикольная трасса на компрессию, и мне такие трассы нравятся. То есть нельзя отпускать какую-то руку и отдохнуть, то есть всегда их надо сжимать. Это классно. Это зацепки Ватаха Доджо, таких вообще в России нету. Я их трогаю первый раз, чипки. Вроде как парень, который начал делать, он немец, но переехал в Японию. Но это не точно. Оунер скалодрома сказал, что это одна из самых сложных трасс с желтой меткой. Попробуем. Честно говоря, хочется просто поменяться. В общем, я узнал, и история такая. Немец делает эти зацепки, и действительно сейчас он в Японии, он является тренером японской сборной National Team, но зацепки все еще производятся в Германии, не в Японии, так что по сути зацепки европейские, а парень живет в Японии. Классная трасса по кинчикам, но на самом деле они... Большинство этих зацепок можно зажать в актив, но интересно пожать после скал приятно. Пластиковые зацепки, они еще пальцы не режут. Я уже сегодня полазал на другом скалодроме и коры чуть подстертый. Wooden volumes? Yeah, wooden volumes. Oh, okay. Like 4 feet. О, nice. В общем, владелец скалодрома мне сказал, что на самом деле есть все деревянные рельефы, и то, что я так далеко тянулся, так не надо делать, есть более оптимальные расклады, поэтому я пробую отдельное движение. Сначала мне трасса показалась немного ростовой, но если лезть через рельеф, становится сильно проще. Намного проще. Так будет 6B плюс 6C, я думаю. Ребята местные посоветовали мне попробовать желтую трассу с ровным стикером. Это вторая по сложности трасса. Надо еще принять стартовое положение. Вообще немного о координации хотел бы рассказать. Ее нужно тренировать специально, отдельно и желательно вообще только под соревнования, потому что она достаточно быстро пропадает. То есть нужно получить определенный навык, чтобы вы умели, например, прыгать на одну руку, подставлять ноги. Потом этот навык достаточно быстро пропадает. То есть сильно хуже начинаете прыгать, но достаточно быстро возвращается. Поэтому нужно отработать координацию и нарабатывать ее непосредственно перед соревнованиями. За неделю-две ваша координация вернется
В конкретном случае сложность прыжка в том, что зацепка подхвата, на которой я прыгаю, она достаточно пассивная, и нужно находиться близко к стенке, чтобы он работал. В первой попытке я был достаточно далеко от стены и не мог загрузить зацепку. Я думал, что финишная зацепка, хорошая такая ручка, а там плохой скользкий пассив. Придется еще раз пробовать. Бывает такое. И на соревнованиях такое бывает. Даже у сильных спортсменов, что обидно. Окей. Так-то лучше. So I think the bicycle solution is much harder because But it seems much better. much better. I think much how to say aesthetic. Yeah, but this solution I didn't like because it's like a blind jump Ага. to here. Ментоловый цвет зацепок, X-Cult. Здесь есть два расклада, мне сразу проспойлерили. Правой рукой и кверх ногами, либо в крест и прыжок. Попробую оба варианта. У рельефа почти нет трения, хотя может казаться, что есть трение. Забыл рассказать вживую и не подснял дополнительно. Эти рельефы как будто сделаны handmade, возможно даже в зале их делают, не знаю, честно говоря, но трение у них ужасное. Проще всего представить себе обычный хороший рельеф, который вам нравится, убрать 90% покрытия и добавить еще больше лака. И вроде как за что-то можно удержаться, но рука все равно скользит. Особенно большая проблема была в правой руке. Когда я брал пирамидку, ее приходилось очень сильно сжимать, чтобы рука не съезжала, и давить ее вниз и вглубь скалодрома. Хотя обычно просто кладешь руку на такой рельеф, и она держится. Ой, это активник спасительный. Левой рукой пассив, который я держу, почти ничего мне не дает, может быть 5-7% нагрузки снимает, и левая нога, я в него абсолютно не верю, потому что она опять с очень плохим трением. Второй вариант мне больше понравился, он как-то попроще, но залезу первым, он красивее. Вообще, на самом деле, почти вся сложность в том, что пальцы уже не держат, и когда я подлазаю к правому активнику, сил уже не очень много. А в этот момент я почти 80% нагрузки распределяю между ногой и рукой. И еще 15-20, наверное, опираюсь на левую зацепку, может. И сейчас я хотел сделать на финиш движение, но понял, что я опять соскользну, еле-еле поднял ногу. Вообще не верил, что смогу зажать, и ребром, кантиком скальника поджал рельеф. Я думаю, еще 2 попытки, я бы уже не смог ее залезть. Это было очень трудно. Это мой микрофон, если кто не знал, я с ним лазаю. Обычно лазаю с петличкой, но из-за того, что без майки петличку некуда повесить, у меня есть вот такой вот квадратик, в который я говорю. И основная проблема, когда я лазаю на скалодромах, здесь играет музыка. И меня могут забанить, если будет играть слишком громко музыка. Поэтому поверх звуков скалодрома я часто накладываю свою музыку. Именно для этого, чтобы меня не забанили. Ну и лазаю с петличкой, потому что так будет слышно больше меня и меньше окружающего звука. Но в последнее время такое ощущение, что вот-вот сейчас. После того, как я пролез достаточно большое количество тяжелых трасс на флеш по местным категориям, мне порекомендовали попробовать самую трудную трассу в скалодроме и сказали, что ее пока еще никто не залез и что-то финиш не делается. И эта трасса очень хороший показатель того, какие трассы крутят на этом скалодроме. В целом, да, они весьма интересные, аккуратные, и мне понравилось, что очень много невозвратных движений, то есть если ты не взял цепку, обратно ты не вернешься. Но в данном случае трасса физически не лезлась. Во-первых, она травмоопасная. Этот рельеф, на котором я сейчас стою, как и на предыдущих трассах, почти не имеет трения, на него очень трудно опираться. И прыгать на финиш по ощущениям самоубийства. Можно очень опасно упасть. Зачем так делать? Можно было добавить 1-2 зацепки, и трасса стала намного интереснее, но осталась бы все еще очень тяжелой. Даже с добавочной зацепкой это может быть легко семеркой B+, семеркой C. А на видео сейчас в голубой футболке лезет один из соучредителей скалодрома. Come on. Оранжевый стикер, белые зацепки, это Blue Stone. Их мало в Москве и в России есть.
Я с ним пообщался после того, как полазал, и он рассказал, что скалодром построил как дополнительный бизнес, у него есть своя работа, на которой он работает очень много, а скалодром это скорее хобби, на который он приходит вечером полазать, и ему приятно, что у него есть свой скалодром. Но скалодром, к сожалению, прибыли особо не приносит, и проблема в том, что скалолазов в Стамбуле мало. Несмотря на то, что в Стамбуле живет 17 миллионов человек, большинство из них получают достаточно маленькую зарплату и не могут себе позволить сходить на скалодром, вследствие чего скалолазание почти не развито среди населения турецкого. Да, есть люди, которые живут в маленьких городах, но там, где есть скалы, они там лазают, но в больших городах почти никто не занимается скалолазанием, не рассматривает это ни как хобби, ни как фитнес, ни как спорт. Оранжевая трасса по розовым зацепкам. Отсюда вытекают такие проблемы, как очень дорогая одежда скалолазная, очень дорогие скальники, они намного дороже, чем в Европе, сопоставимы с ценами в России. Один из примеров, который наглядно показывает, насколько дорогие скальники, все лазают в скальниках, которые покупают в Декатлоне. В России они стоят 2400 рублей, там они стоят 5-6 тысяч рублей, намного дороже. Но у них есть плюс, они могут легко привозить интересные европейские зацепки, а у нас до сих пор, к сожалению, зацепок нету. Вот финиш очень плохой был. Вот нельзя такие финиши делать. Там прям очень дерьмовый скользкий пассив, и было очень тяжело. То есть я по сути держался на правой руке и левой пятке. И коснулся, то есть зажал себя плечом. Трудный финиш для такой трассы. Еще и зеленый рельеф, и я про них совсем забыл, я могу использовать. Фуф, так намного проще. Сразу куча вопросов отпадает. Сразу хочу предупредить, если вы боитесь страшных падений, то, наверное, не стоит смотреть это видео. Трасса категории 7А, ориентировочно. И если финиш был бы ручкой, трасса была бы неплохой и точно не была бы проектом. Когда я сказал директору скалодрома, что тут опасный финиш, он такой, ну да, наверное, опасный. Я не лазаю такие категории сложные. В общем, на финише стоит достаточно замыленный, скользкий шарик от Лаписа, и на нем крайне трудно удержаться. Я не стал все варианты монтировать в видео, потому что их было очень много попыток, и каждый раз мне было страшно падать, и в какой-то момент я собрался с силой и думаю, ну все, надо прыгнуть, попробовать зажать одной рукой. Если я был бы свежий, наверное, я бы мог удержать. Поэтому, когда я монтирую видео, сегодня 29 января, я лазал на килтерборде, мне было страшно падать, потому что я вспоминал каждый раз этот прыжок. Стрёмный. Очень страшное движение на топ. Не хочу такое делать. Я попробовал самые сложные трассы на этом скалодроме. Теперь попробую трассы, которые мне понравились. Одна из них оранжевая метка, желтые рельефы. Пора уже подводить небольшой итог скалодрома. Скалодром на самом деле хороший, интересный в плоскости. И то, что есть трение, это достаточно уникально. На болдеринге редко используется трение, и здесь оно не крупнозерненое. Ногти не ломаются, когда зажимаешь маленькие зацепки, очень приятное. Но трассы оставляют желать лучшего. Да, много интересных трасс, классных, безопасных. Но есть и очень опасные, от которых нужно, конечно, в первую очередь избавляться и начинать крутить более клиентоориентированные, комфортные, безопасные трассы. Ноги. И причем много финишей направо идут. Оранжевые зацепки. Выглядит интересно. По мизеркам сил уже нет, поэтому буду лазать по мизерам. Опять скользкие ноги стоят, будет тяжело. А еще, кстати, я не показал вам самые простые трассы, которые есть на этом скалодроме. Они будут в самом конце видео, так что если будет интересно, досмотрите до конца. Это будет необычно. Начал закладывать пятку, и штанина попала на рельеф. Обычно они лазают в штанах, но в Турции на скалах холодно, поэтому я брал штаны для лазания. Вот в зале лазаю в штанах. На залезть. Фух. Тяжелая трасса. Было как-то физически тяжело. Меня попросили пролезть червячков. Это Лапис, славянские зацепки, европейские зацепки, но их в России нету такой формы. Поэтому интересно попробовать. Старт именно с нижней, будем стартовать с нижней.
Он достаточно хороший, как грань бисмейкера нижний. Да, топ-движение такое тоже опять стрёмное. В общем, в этом зале прикольная трасса, интересная накрутка, но трассы реально травмоопасные. Движения стрёмные. И бывают даже на простых трассах. А желтая категория по местной градации, она действительно не тяжелая, но 6B, 6C. Такие движения можно делать на 7А и выше. На шестерках я бы не стал делать. Я не понимаю, какое лезть, но попробуем. Они такие пассивные, вот те на самом деле штуки. Еще, как вы могли заметить, на скалодроме нету финишных зацепок, то есть они никак не отмечены стикером. И это очень классно, я считаю, что это очень хорошая тенденция. В Москве, в Лаймстоуне перестали отмечать финишные зацепки. На скалодроме, Скалодром.ру также уже не отмечают финишные зацепки, и это большой прогресс. Но в такой накрутке важно делать очевидный финиш. Не крутить две трассы рядом, например. Тем более одной формы. Здесь, например, две желтых зацепки, они достаточно близко, и с одной можно перейти на другую. И когда ты лезешь 7B, непонятно где финиш. Когда ты прыгаешь на 7B, непонятно где финиш. Так что нужно более очевидные финиши. И тогда эта идея будет отлично работать на скалодроме. Я за визуальную чистоту. Особенно меня порадовало то, что на скалодроме есть большое разнообразие фингербордов, и, как я и говорил, почти на каждом скалодроме есть бисмейкер. Здесь есть бисмейкер 1000, 2000, кампут, шарики. Очень классно, можно довольно неплохо себя прокачать. Весов и качалки в этой части скалодрома нету, но она есть в другой. И, конечно же, классический девиз от Бена Муна «Train hard, climb harder». Очень классно, что на двух скалодромах ИЗУ, в которых я был, везде есть мунборд, то есть можно тренироваться на чужих трассах, и это очень классно. А также есть небольшой спрейвол, на котором также можно тренироваться, отрабатывать разные движения. И достаточно тяжелой трассы, можно лазать на нем. Очень круто, что при входе на скалодром есть небольшой стенд, еще до входа на скалодром. Здесь очень простая накрутка, эти трассы я на видео не лазал. Любой человек, который пришел на скалодром, может попробовать эти трассы. Здесь есть как раз зеленые стикеры, про которые я до этого говорил. Это самые простые трассы, и любой новичок в такие трассы залезть может. Зацепки на этом стенде огромные. И также используют конусные болты. Всем большое спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, поделитесь им. Так вы поможете развить мой канал. Также подписывайтесь на мой Patreon, там я пишу планы по ОФП, СФП, ЛФК и растяжки. Пока!